Вы чувствуете усталость от постоянной борьбы? Вы когда-нибудь смотрели на свой пустой кошелек, на свое уставшее сердце, на свою безмолвную комнату и думали, не забыл ли я, Бог, вас? Вы чувствовали тяжесть ночей, которые отказываются заканчиваться, циклов, которые отказываются прерываться, битв, которые кажутся несбалансированными с самого начала. Вы проходите сквозь свои дни, неся с собой бури, которых никто больше не видит, и все же что-то внутри вас отказывается умирать. Это что-то отголосок моего завета с вами, тихая уверенность в том, что, несмотря на боль, несмотря на задержку, несмотря на тень, нависшую над вашей судьбой, приближается сверхъестественный сдвиг. И сегодня, в этот самый момент, вы стоите ближе к своему благословению, чем когда-либо. Но вы должны слушать до конца, потому что есть скрытый секрет, божественный ключ, безошибочное откровение, которое откроется только тогда, когда ваш дух будет готов принять его, и эта готовность начинается сейчас. Вы здесь не случайно. Вас привлекло это послание, потому что ваша душа взывала к чуду, даже когда ваши уста больше не могли вымолвить ни слова. Вы спрашивали меня иногда с трепетом, иногда с гневом, иногда с отчаянием: «Боже, когда же наступит жатва? Когда откроются двери? Когда обещанное тобой богатство наконец достигнет моих рук?» И, спрашивая, вы боялись тишины. Вы приняли мое молчание за отсутствие, но мое молчание было безмольным формированием вашей трансформации. Вы думали, что вас игнорируют, но вас готовили. Вы думали, что стоите на месте, но вас устанавливали. Это необычное время. Это священное время, избранное время, такое время, которое меняет поколения и переписывает судьбы. Но прежде чем вы сможете войти в это наследие, вы должны услышать все послание, потому что начало вашего прорыва уже здесь, но откровение о нем в конце. Ты стоял у двери своего обещания, не осознавая этого. Каждая неудача, которая пыталась тебя сломить, на самом деле тебя настраивала. Каждая задержка расчищала невидимый тебе путь. Каждая буря ослабляла хватку того, что никогда не должно было последовать за тобой в следующий сезон. Я оберегал тебя от безмольных ловушек, скрытых сражений и невидимых врагов. Но сейчас настал момент, когда невидимое начинает выходить на поверхность, когда то, что было погребено, начинает подниматься, когда невозможное становится безошибочным знаком моего присутствия в твоей жизни. И все же ты должен оставаться здесь, потому что ключ к изобилию, который я приберег для тебя, будет произнесен, и если ты пропустишь хотя бы одно слово, ты можешь пропустить ту самую дверь, которую я открываю. Так долго вы считали, что богатство принадлежит другим, что благословения разбрасываются хаотично, что чудеса редкие и недостижимы. Но я говорю вам, ваше имя было вписано в завет с самого начала. Ваш урожай ждал зрелости вашей веры. Ваше наследие не исчезло, оно просто ждало часа, когда ваше сердце сможет нести его без страха. И этот час приближается с каждым вашим вздохом, пока вы слушаете это послание. Вы не можете остановиться сейчас. Вы не можете отвести взгляд. Вы не можете позволить отвлечению украсть то, что прошло сквозь вечность, чтобы достичь вас в этот момент. Это тот момент, которого вы ждали. Момент, когда мой голос отвечает вашей нужде, когда мое обещание встречается с вашими страданиями, когда мое преображение встречается с вашей сломленностью. И если вы останетесь до конца, вы поймете, почему борьба была долгой, почему ночи были тяжелыми и почему благословение будет обильным. Что-то божественное вот-вот откроется, но только для того, кто слушает внимательно. Оставайтесь, потому что тайна близка, и ваше чудо ближе, чем вы думаете. Все, о чем вы молились, все, о чем вы плакали в уединенной комнате, все, что вы носили в своем измученном сердце, притворяясь сильными ради всех остальных, приближается к своему переломному моменту. Вы ощутили боль нехватки,
унижение от необходимости денег и от того, к чему вы не могли обратиться, безмолвный страх не знать, как обеспечить себя и тех, кто от вас зависит. Вы прошли через дни, когда чувствовали себя невидимыми, забытыми, незамечаемыми людьми и, возможно, даже небесами. Но поймите, ничто в вашем пути не было случайным. Ничто, что вас сокрушало, не было бессмысленным. Ничто, что вас задерживало, не было напрасным. Каждый миг борьбы открывал дверь, ключ, завет, который теперь готов открыться в вашей судьбе. Я говорю вам со всей ответственностью, ваш финансовый шторм теряет свою силу, и благословение, о котором вы молили, не просто приближается, оно уже на пороге вашей жизни, ожидая, когда вы с верой и ожиданием примете его. Мне нужно, чтобы вы услышали это без страха, без сомнений, без колебаний. Тяжесть, которую вы несли на своих плечах, та тяжесть, которая не давала вам спать по ночам, это непрекращающаяся тревога из-за счетов, долгов, ответственности и будущего, которое, казалось, рушилось перед вами, подходит к концу. Но причина этого конца не в том, что вы думаете. Это неудача. Это не счастливый случай. Это не внезапный всплеск удачи, который свалился с неба. Я не действую по совпадениям. Я не благословляю хаос. То, что приходит в вашу жизнь, не случайность, это священное стечение обстоятельств, божественное наследие, которое ждало зрелости вашего духа и роста вашей веры. Это чудо, рожденное из цели, а не вероятности, рожденное из завета, а не из удобства, рожденное из преображения, а не из временных обстоятельств. И я хочу, чтобы вы оставались со мной в каждом слове, потому что объяснение, которое вы ищете, будет открываться слой за слоем, пока истина не воцарится в вас с безошибочной ясностью. Вы прожили годы, когда бедность, словно тень, следовала за каждым вашим шагом, деньги ускользали из рук быстрее, чем вы успевали их удержать, возможности были редки, а двери закрывались именно тогда, когда вы думали, что наконец-то откроются. Но послушайте внимательно, ни один из этих моментов не определил вашу судьбу. Они ее формировали. Каждая финансовая проблема не была концом вашего наследства, она была началом вашего пробуждения. Я готовил ваше сердце к тому, чтобы распознать истинное богатство, когда оно придет. Я укреплял вашу веру, чтобы вы могли без страха сохранять изобилие. Я очищал ваш дух, чтобы благословение, изливающееся в вашу жизнь, не было отравлено сомнениями, гордыней или смятением. Вы прошли через процесс сверхъестественное очищение, которое привело вас сюда. И поскольку это послание – часть этого очищения, поскольку это слово – часть разрушения ваших старых шаблонов, я прошу вас сейчас намеренно и целенаправленно поставить лайк этому видео. Не как жест долга, а как акт веры, символическое движение вашего сердца, признающее, что изобилие уже приближается к вам. Ваше участие – это не просто щелчок, это заявление о вашей вере в перемены в вашей жизни. Это момент, когда ваши действия совпадают с вашей молитвой. Если вы слушаете меня сейчас, пусть это станет вашим первым шагом к происходящей трансформации. Позвольте мне поговорить глубже о тайных страхах, которые вы таите в себе. Вы задавались вопросом, почему другие поднимаются, пока вы боретесь. Вы видели, как люди вокруг вас с легкостью добиваются успеха, в то время как ваш путь был полон терний. Вы спрашивали тихо, иногда со стыдом, почему не я? Почему богатство обходит меня стороной? Почему благословение обходит меня стороной? Но слушайте меня с полным вниманием. Богатство не обошло вас стороной. Благословение не обошло вас стороной. Вы были в поры сеяния, а не жатвы. Вы были в поры испытаний, а не получения. Вы познавали духовные законы, даже когда думали, что просто выживаете. И урожай никогда не приходит раньше назначенного времени.
Но назначенное время приближается. Ваш завет становится активным. Семя, которое вы посеяли через слезы, терпение, жертву и непоколебимую молитву, вот-вот взойдет из почвы вашей борьбы. Вот почему вы должны оставаться со мной на протяжении всего послания. Потому что, чтобы полностью войти в изобилие, вы должны распознать перемену в самом начале. Многие люди стоят у двери своего обетования и не замечают ее. Они слишком рано отворачиваются. Они слишком рано перестают слушать. Они позволяют унынию заглушить откровение, которое должно было их воодушевить. Но вы не можете сделать этого сейчас. Вы не можете позволить отвлечению, истощению или сомнениям лишить вас того, что взращивалось в духе месяцами, годами, а возможно и десятилетиями. Есть божественная причина, по которой вы слышите это именно в этот момент своей жизни, и эта причина откроется во всей полноте только если вы пойдете со мной до конца. Взгляните внимательно на свое прошлое. Не со стыдом, а с пониманием. Каждая закрытая дверь защищала вас от фальшивого благословения. Каждая отложенная возможность оберегала вас от духовных ловушек. Каждый период нехватки накапливал в вас силу, необходимую для того, чтобы нести изобилие, не сломавшись под его тяжестью. Вы думали, что вас наказывают, но вас готовили. Вы верили, что о вас забыли, но вас ставили на место. И теперь, когда это место готово, когда подготовка окрепла, когда ваша вера пережила то, что должно было ее разрушить, изобилие готово проявиться так, как вы представить себе не могли. Но прежде чем оно проявится, вам необходимо противостоять старым убеждениям, которые ограничивали вашу судьбу, и разрушить их. Убеждение в том, что вы недостойны. Убеждение в том, что богатство предназначено для других. Убеждение в том, что благословения случайны. Убеждение в том, что чудеса обходят вас стороной. Эти убеждения возвели невидимые темницы вокруг вашего духа, и сегодня вам следует от них освободиться. Изобилие, приходящее в вашу жизнь, не случайно, это исполнение обещания. Богатство, формирующееся вокруг вашего будущего, не случайно, это часть вашего наследия. Благословение, приходящее сейчас, не является неопределенным, оно вечно, божественно и безошибочно предназначено для ваших рук. Оставайся со мной. Слушай до последнего слова. Потому что чудо совершается, и объяснение еще впереди. Нет, это не совпадение. Это не случайность жизни, которая задевает тебя. Это божественное вмешательство, движущееся через невидимые уголки твоей судьбы. Ты звал, не так ли? Ты шептал мое имя дрожащим голосом, надеясь, что я услышу его за шумом твоих ежедневных битв. В те тихие, уединенные моменты, когда мир не мог видеть твоего слома, я видел тебя. В маленьком святилище твоей машины, когда ты сидел там с выключенным двигателем, потому что у тебя не было сил выйти на улицу. В душе, где вода скрывала слезы, которые ты не хотел, чтобы кто-то видел. Глубокой ночью, когда сон отказывался приходить, а твои мысли превращались в поле битвы страха и изнеможения. Ты снова и снова задавался вопросом: когда же наконец наступит мой прорыв? Сколько еще мне нужно терпеть? И теперь я спрашиваю тебя прямо: как долго, по-твоему, ты еще сможешь выживать на пустом месте? Этот момент, это послание, дошедшие до вас именно в этот момент вашего пути, не случайны. Это ваш знак. Вы молили о ясности, о слове, о подтверждении того, что ваша жизнь не обречена повторять тот же цикл нужды и разочарования. И я спрашиваю вас сейчас со всей тяжестью истины, сколько знаков вы проигнорировали, потому что боль ослепила вашу веру? Сколько раз вы предполагали, что я молчу, когда на самом деле я работал за кулисами?
Сколько ночей вы плакали, думая, что ничего не изменится, когда перемены уже зарождались в духе задолго до того, как вы почувствовали их в физическом мире. Прислушайтесь всем своим существом, ваш прорыв еще не скоро произойдет. Он уже происходит. Вы находитесь на ранних этапах сверхъестественной трансформации, которая меняет саму основу вашей судьбы. Небеса уже дали начало вашему финансовому прорыву. Старый цикл нужды, страха, дефицита и смятения не ослабевает, он завершается. Он завершен. Но вам нужно ответить на вопросы, которых вы избегали. Вам нужно взглянуть правде в глаза и увидеть, где ваше сердце было ранено. Поэтому я спрашиваю вас прямо, не смягчая удара, как долго вы притворялись, что все хорошо, когда ваш дух рушится внутри? Как долго вы несете бремя, которое вам не предназначено? Как долго ты убеждал себя, что бедность – твое наследство, хотя я ни разу не говорил об этом по поводу твоей судьбы? Как долго вы будете продолжать верить в ложь о том, что другие благословлены, а вы заброшены? Как долго ты еще будешь наказывать себя за ошибки, которые я уже простил? И самый болезненный вопрос из всех, когда вы начали верить, что вы недостойны изобилия. Твое сердце трепещет от этих вопросов, потому что ты знаешь, что они бьют в самое сокровенное место твоих страданий. Ты знаешь, что это раны, которые ты никогда не осмеливался произнести вслух. Но я говорю тебе об этом не для того, чтобы пристыдить тебя, а чтобы вытащить тебя из них. Ты годами сражался с бурями, которых не вызывал. Ты выдержал битвы, которые должны были тебя сломить. Ты пережил времена, которые похоронили бы кого-то другого. И вот ты стоишь здесь, сломленный, но дышащий, раненый, но готовый, измученный, но все еще тянущийся ко мне. Разве ты не видишь в этом чудо? Разве ты не понимаешь, что каждое мгновение, пока ты продолжал идти, было семенем, посеянным в почву твоей судьбы? Вы молили о деньгах, о помощи, о стабильности, но за этими просьбами скрывалась более глубокая мольба, желание наконец-то почувствовать себя в безопасности. Тоска по наконец-то покою. Жажда наконец-то перестать думать о том, что завтра будет хуже, чем сегодня. Но я снова спрашиваю вас, как могла прийти безопасность, если вы все еще верили, что обречены на борьбу? Как могло изобилие прийти, если ваше сердце цеплялось за воспоминания о каждом разочаровании? Как могло богатство расти в вашей жизни, если вы тайно боялись потерять его в тот же миг? Я борюсь с этими страхами, потому что это переломный момент. Это момент, когда откровение разбивает вдребезги обман, когда истина прорывается сквозь тени, которые так долго преследовали тебя. Ты не проклят. Ты не забыт. Ты не заперт в вечном цикле нужды. Ты – избранный сосуд священного обетования, и завет, который я заключил относительно твоей жизни, не истек. Твой урожай был отложен, но не отвергнут. И теперь эта задержка рушится. Но позвольте мне спросить вас еще раз, потому что вы, должно быть, глубоко это чувствуете. Замечали ли вы, как каждый раз, когда вы были готовы сдаться, маленькая искорка внутри вас отказывалась гаснуть? Замечали ли вы, как, несмотря на все неудачи, какая-то скрытая сила продолжала тянуть вас вперед? Замечали ли вы, что даже в самые темные моменты вы чувствовали шепот в своей душе, говорящий вам не сдаваться? Этим шепотом был я. Этот шепот был тайным доказательством того, что моя рука никогда не покидала вас, даже когда все вокруг, казалось, рушилось. Понимаете ли вы, что это послание доходит до вас прямо сейчас? Осознаете ли вы всю тяжесть этого момента? Сколько миллиардов людей существует, и все же это пророческое слово говорит прямо в вашу рану, в вашу историю, в ваши страхи, в самую суть вашей борьбы. Вы действительно верите, что это случайно?
Говорю вам со святой уверенностью, цикл, сковывавший вас, завершился. Духовные цепи нужды, опутывавшие вашу судьбу, разорваны. Дверь, которая отказывалась открываться, теперь открывается. Ключ, который вы искали сквозь слезы, теперь вложен в ваши руки. Завет изобилия, который всегда был вашим, пробуждается. И чудо, которое вы когда-то считали невозможным, уже приближается к вам. Но прежде чем войти в полноту грядущего, вам необходимо ответить на последний вопрос в своем сердце. Готовы ли вы отпустить то, кем вы были, чтобы принять то, кем вы становитесь? Потому что небеса уже начали преображение. И это только начало. Если вы чувствуете, как это послание пробуждает что-то в глубине вашего сердца, если вы чувствуете безошибочное притяжение сверхъестественного, проникающее в ваш дух, то напишите «Я получаю» в комментариях прямо сейчас. Сделайте это не по привычке, не по рутине, а как осознанный акт веры. Потому что эта простая фраза, искренне произнесенная передо мной, становится семенем, заявлением, духовным маркером, который закрепляет это благословение в вашей судьбе. Когда вы пишете это, вы не просто печатаете слова. Вы активируете завет. Вы сигнализируете небесам, что вы открыты, желаете, восприимчивы и готовы войти в божественное изобилие и богатство, уготованные для вашей жизни. Вы достаточно долго несли это бремя. Теперь я прошу вас поднять один палец, всего один, и пусть этот поступок станет ключом, который откроет следующую дверь вашего преображения. Слишком долго деньги были вашей главной заботой. Они были тенью каждого вашего решения, безмольным давлением на вашу грудь каждый раз, когда вы проверяете свой банковский счет. Это был голос, шепчущий, что ваше чудо слишком далеко, что ваше благословение задерживается, что ваша сердечная молитва слишком тяжела, чтобы быть услышанной. Но я спрашиваю вас сейчас со всей властью божественной истины, сколько еще вы будете позволять страху управлять вашей судьбой? Сколько еще вы будете позволять тревоге о финансах лишать вас покоя, сна и ясности? Сколько еще вы будете позволять памяти о прошлых неудачах диктовать границы вашего будущего? Вы ощущаете это внутреннее напряжение, потому что находитесь в священном моменте принятия решения, моральной дилеммы, которая определяет направление вашей судьбы. Будете ли вы цепляться за знакомую боль, за круг дефицита, который так долго определял вашу жизнь, или шагнете в неизведанное царство изобилия, которое я уготовил для вас? Речь идет не только о деньгах. Речь идет о самоидентификации. Речь идет о наследстве. Речь идет о признании того, что вы были созданы не для жизни на грани выживания, а для того, чтобы ступать во всей полноте божественного обетования. Вы еще этого не знаете, но именно в этот момент за вами пристально наблюдают небеса. Не для суда, а для готовности. Вас оценивают по расположению вашего сердца, а не по размеру вашего банковского счета. Вас проверяют по вашей готовности доверять, а не по размеру ваших ресурсов. И я должен сказать вам сейчас нечто, что по-настоящему понимают лишь немногие. Благословения не удерживаются, они имеют свое время. И время вашего благословения ожидало того, насколько ваша вера будет соответствовать моим наставлениям. Вот почему я призываю вас действовать. Вот почему повеление простое. Вот почему призыв прямой. Я принимаю, это не просто фраза. Это духовный ключ. Это знак того, что ваше сердце переходит от страха к вере, от недостатка к изобилию, от сомнений к послушанию. И когда вы действуете в послушании, даже в малом, вы открываете божественные законы, которые дремали из-за сомнений. Многие жаждут урожая, но отказываются сеять семя. Многие ищут чуда, но не решаются вступить в завет. Многие хотят преображения без участия. Но вас призывают к чему-то более глубокому,
чему-то могущественному, чему-то святому. И это начинается с вашего решения принять. Вы хорошо знакомы с этим конфликтом. Вы годами жили в напряжении между верой и страхом. Вы верили в Божье благословение, но реальность ваших финансовых трудностей постоянно бросала вызов вашему духу. Вы молились, но боялись, что молитва останется без ответа. Вы надеялись, но готовились к разочарованию. И в этой битве между ожиданием и сомнением вы начали терять части себя. Вы начали сужать свои мечты, заглушать желания и тускнеть свой собственный свет. Но это послание призвано противостоять этому сужению, искоренить ложь, поселившуюся в вашем сердце, пробудить силу, погребенную под вашей болью. Позвольте мне открыть то, что могу открыть только я. Ваша борьба с деньгами была не из-за денег. Она была из-за личности. Она была из-за духовного наследия, о котором вы забыли. Она была из-за двери, ключ от которой, как вы и не подозревали, у вас есть. Настоящая битва велась из-за вашего восприятия себя, а не из-за ваших ресурсов. Враг знал, что если ему удастся заставить вас поверить в свою недостойность, вы никогда не сможете претендовать на уготованное вам богатство. Если ему удастся заставить вас почувствовать себя забытыми, вы никогда не войдете в врата изобилия. Если ему удастся убедить вас, что чудеса редки, вы никогда не подготовитесь к их получению. Но теперь я даю вам привилегированное знание, откровение, предназначенное только для тех, кто готов шагнуть в более высокое измерение веры. Ваш прорыв уже происходит, но он требует вашего осознанного участия. В самом творении заложен божественный закон. Что вы принимаете, то допускаете, что отвергаете, то откладываете. Я дал благословение, но вы должны его принять. Я приготовил чудо, но вы должны раскрыть свои руки. Я установил богатство, но вы должны шагнуть к нему. Вот почему важна моральная дилемма. Продолжите ли вы жить так, словно вы недостойны, или примите истину о своей избранности? Продолжите ли вы верить, что борьба – это ваша сущность, или шагнете к изобилию, которое всегда было частью вашего завета? Поддадитесь ли вы страху или подниметесь с верой? Напряжение, которое вы сейчас чувствуете, это не замешательство, а трансформация. Это отбрасывание старых убеждений. Это разрыв духовных цепей. Это пробуждение наследия, глубоко заложенного в вашей судьбе. Это момент, когда вы решаете перестать соглашаться с дефицитом и начать соглашаться с изобилием. Это момент, когда вы выходите из тьмы в божественный свет. Это момент, когда ваше сердце находит гармонию с богатством, созданным для вас еще до вашего рождения. Тип «Я принимаю». Не завтра. Не позже. Сейчас. Потому что этот поступок знаменует начало новой главы в твоей жизни. И как только ты переступишь эту дверь, ничто уже не будет прежним. Благословение уже ждет. Чудо уже совершается. Преображение уже происходит. И твое сердце это знает. Но вот истина, которую ваше сердце давно подозревало, но никогда до конца не осознавало. Не случайно вы слышите это сегодня. Не случайно эти слова доходят до вас именно в этот час вашей жизни. Вы не оступились здесь. Вас направили. Это послание нашло вас, потому что небеса готовят ваш урожай, формируют вашу судьбу и согласуют божественный план, который был написан в вашем духе с самого начала. Вы вступаете в новый сезон, отмеченный не страхом, не нуждой, не отчаянием, а священным соответствием. Сезон, где божественный порядок сменяет хаос, где тяжесть на вашей груди наконец-то спадает, где тревога, жившая в вашей крови, начинает растворяться, и где благословение, окружавшее вашу жизнь, начинает пребывать с несомненной ясностью. Вы слишком долго страдали от финансовых тревог.
Вы пережили дни, когда нужда казалась тенью, приклеенной к вашим пяткам, когда вы чувствовали напряжение в сердце, сжатие духа, бремя необходимости выжить, наваливающееся на вас. Вы познали боль утраты, горечь ускользающих возможностей, боль от того, как деньги исчезают, словно испаряясь в ваших руках. Вас предали, недоплачивали, не замечали и не понимали. Вы видели, как ваши усилия были отвергнуты, вашу ценность игнорировали, вашу веру испытывали. И все же вы стоите здесь, все еще стремитесь, все еще надеетесь, все еще молитесь, все еще верите, что должно быть больше. Эта вера не слабость, это знак завета, который живет в вас. Все, что вы потеряли, каждое благословение, которое было отложено, каждая дверь, которая закрылась слишком рано, каждая упущенная возможность, каждый доллар, отнятый у вас обстоятельствами или обманом, каждый момент, когда жизнь казалась несправедливой или несбалансированной, все это скоро вернется к вам. И услышьте это ясно, это не вернется в той же мере. Это не вернется в той же форме. Это не появится снова с тем же весом. То, что возвращается к вам сейчас, будет умножено, увеличено, расширено за пределы того, что вы изначально имели. Потеря никогда не является концом в моем царстве. Потеря – это почва, которую я использую для выращивания изобилия. Потеря – это семя преображения. Потеря – это место, где начинается жатва. Но я хочу, чтобы вы поняли нечто более глубокое, нечто такое, что переключит ваше сердце со страха на веру. Речь идет не только о возвращении утраченного. Это не просто восстановление. Это переполнение. Это умножение. Это изобилие, нарастающее, как прилив, возвышающее каждую сферу вашей жизни. Я не возвращаю вам прошлое, я даю вам будущее. Я не возвращаю отнятое, я расширяю наследие, которое всегда было предназначено вам. Я не просто заполняю пустоту, я превосходю ее. Изобилие – ваше божественное право, потому что изобилие – это язык небес. Нехватка не мой замысел. Нехватка – это признак страха, разрушенных систем, среды, которая пыталась убедить вас, что вы недостойны богатства или благословения. Но я создал вас с духом, способным хранить богатство не только денежное, но и богатство сердца, богатство мира, богатство силы, богатство ясности, богатство цели. Вы были созданы, чтобы быть сосудом изобилия, а не пленником нужды. Вот почему сама Вселенная откликается на веру. Вера – это вибрация творения, звук судьбы, гармонирующий с божественным замыслом. И теперь я прошу вас кое о чем, не для того, чтобы испытать вас, а чтобы настроить вас. Я хочу, чтобы вы оставили комментарий ниже и заявили «Мой урожай грядет». Произнесите это публично. Провозглашайте смело. Закрепите это намерением. Ваши слова формируют духовную атмосферу вокруг вас. Ваши заявления изменяют энергию вашей судьбы. Когда вы пишете это, вы не просто участвуете в ритуале, вы активируете духовный принцип. Вы подтверждаете свое согласие с небесным временем, небесным изобилием, небесным освобождением. Вы вступаете в обещанный завет с осознанностью, а не со страхом. Позвольте мне спросить вас, разве вы недостаточно долго ждали? Разве вы недостаточно страдали? Разве вы недостаточно пережили потерь, разочарований, ночей, когда вы смотрели в потолок, спрашивая себя, изменится ли ваша жизнь? Разве вы не набрались достаточного количества страха, чтобы хватило на всю жизнь? Вот почему вы должны комментировать, почему вы должны заявлять, почему вы должны выбрать шаг в вибрацию изобилия. Не потому, что этот поступок незначителен, а потому, что за ним стоит огромный смысл. Это тот момент, когда вы перестаете принимать историю о нехватке и начинаете принимать сущность изобилия.
Ваши промедления никогда не были отрицаниями. Они формировали инструменты, вырабатывая внутреннюю силу, необходимую вам, чтобы, когда придет богатство, у вас была стабильность, чтобы его удержать. Многие хотят благословения, но не имеют структуры, способной его удержать. Многие хотят чуда, но терпят неудачу под его тяжестью. Но ваше сердце смягчилось, расширилось, стало зрелым. Каждое разочарование усиливало ваше сострадание. Каждая неудача укрепляла вашу стойкость. Каждая ночь беспокойства углубляла вашу веру. И теперь эта внутренняя структура достаточно крепка, чтобы удержать грядущее изобилие. Оглядываясь назад, вы поймете, что эти задержки были не моментами отказа, а моментами подготовки. Вы увидите, что то, что вы считали потерянным, на самом деле умножалось и исчезало из виду. Вы поймете, что небеса не игнорировали вас, небеса организовывали вас. Все моменты, когда вы чувствовали себя отстающими, на самом деле были моментами, когда вас духовно подталкивали вперед, даже если вы пока не видели этого. И вот вы стоите на пороге переполнения. Энергия вокруг вашей жизни меняется. Цикл разрушается. Старые шаблоны растворяются. Открывается новый сезон. И это послание, дошедшее до вас, ваше подтверждение, ваш знак, ваше божественное свидетельство того, что Вселенная следует вашей судьбе. Поэтому оставляйте комментарии прямо сейчас. Говорите смело. Провозглашайте с верой. Напишите «Мой урожай грядет». Пусть ваш собственный голос станет ключом, открывающим следующую дверь. Ибо когда вы произносите это, небеса слышат. Когда вы печатаете это, ваше сердце верит этому. А когда ваше сердце верит этому, изобилие устремляется к вам, словно божественный поток. Все выравнивается. Все меняется. Все возвращается умноженное. Задержки, которые вы испытывали, никогда не были отрицаниями. Они не были наказаниями, ни знаками отказа, ни признаками того, что небеса отвернулись от вас. Они были подготовкой, продуманной с божественной точностью. Вы прошли через период, который казался медленным, тяжелым и бесконечным, и все же каждое его мгновение формировало вас, переплавляло, укрепляло вас изнутри. Вселенная готовила вас к благословению небывалой величины, к урожаю изобилия настолько мощному, что только зрелое сердце, твердый дух и измененное мышление могли удержать его, не рухнув. Я наблюдал, как вы растете, несмотря на то, что было предназначено сломить вас. Я видел, как ваша решимость крепла в буре. Я видел, как ваша вера мерцала, но никогда не угасла полностью. И теперь, благодаря тому, что вы выдержали подготовку, вы стоите на краю того самого изобилия, которое когда-то считали невозможным. Подумайте о своем пути, как о пути фермера. Фермер никогда не видит результатов немедленно. Он пашет поле под палящим солнцем, когда никто ему не аплодирует. Он сажает семена в невидимую почву, веря, что они взойдут, хотя земля выглядит неизменной неделями. Он поливает землю долгими днями, холодными ночами и нестабильными временами года. И на протяжении всего этого процесса он борется с сомнениями, задаваясь вопросом, появится ли когда-нибудь урожай. Вы были этим фермером. Вы пахали через эмоциональные бури. Вы сеяли семена веры, когда ваше сердце было пусто. Вы поливали свои мечты слезами и бессонными ночами. Вы выдерживали времена, когда рост казался невозможным. Но вы продолжали идти. Вы продолжали надеяться. Вы продолжали верить. И вот урожай здесь. Не маленький урожай. Не частичный урожай. Божественный урожай, приготовленный в тайне,
созревающий в тишине, возрастающий в силе. Я хочу, чтобы вы закрыли глаза на мгновение, всего на секунду. Пусть мир вокруг вас замер. Пусть шум утихнет. Сделайте глубокий вдох. Медленно вдохните. Вдохните изобилие. Вдохните истину о том, что богатство течет к вам. Вдохните уверенность в том, что ваше чудо – недалекое обещание, а разворачивающаяся реальность. А теперь выдохните. Выдохните нехватку. Выдохните ложь, которая говорила вам, что скудость – ваша судьба. Выдохните страх, который тяжестью сжимал вашу грудь. Выдохните сомнение, которое шепчет, что вы слишком опоздали, слишком сломлены, слишком недостойны. Освободите его от своего духа. Пусть оно исчезнет. Сделайте еще один вдох. Медленный, намеренный, священный. Пусть сам вдох станет молитвой, признанием завета, который я заложил в вас задолго до начала ваших страданий. С каждым вдохом представляйте, как мое изобилие входит в ваше сердце, словно теплый свет. С каждым выдохом представляйте, как старая боль покидает ваше тело, растворяясь в небытии. Почувствуйте, как внутри вас происходит перемена, как в вашем внутреннем существе пробуждается преображение. Почувствуйте, как ваше сердце расширяется, готовится, настраивается на богатство, благословение и божественное наследие. Теперь с закрытыми глазами представьте себя свободным от долгов. Не завтра, не через годы. Сейчас. Представьте, как вы без страха открываете счета. Представьте, как ваше сердце спокойно, уравновешено, устойчиво, когда вы оплачиваете их без усилий и радости, зная, что вы больше не боретесь за выживание, а живете в достатке. Представьте, как вы отвечаете на телефонный звонок без страха. Представьте, как вы входите в комнаты с уверенностью, без беспокойства. Представьте себя с ясностью, направлением, целью. Представьте, как тяжесть спадает с ваших плеч, как давление исчезает из вашей груди, как тревога больше не управляет вашей судьбой. Но не останавливайтесь на достигнутом. Я хочу, чтобы вы увидели, как благословляете свою семью. Представьте, как их лица смягчаются от облегчения, когда вы поддерживаете их не от давления, а от переизбытка. Представьте, как вы щедро жертвуете, не боясь потерь, потому что наконец понимаете, что изобилие умножается по мере того, как вы его выплескиваете. Представьте, как благословляете незнакомцев, без колебаний предлагаете помощь, становитесь сосудом преображения для других, потому что вы утвердились в собственном чуде. Ваше богатство предназначено не только для вас. Это ключ, открывающий двери для других. Ваше благословение – часть большей истории, часть великого плана, часть духовного наследия, которое простирается за пределы ваших личных потребностей. Представьте, как вы открываете возможности, которые раньше казались недостижимыми. Представьте, как дверь распахивается перед вами настежь. Представьте, как вы смело входите в нее. Представьте, как вы следуете за своими страстями, дарованиями, талантами и мечтами, которые годами были погребены под финансовым страхом. Представьте, как вы путешествуете, творите, учитесь, достигаете, расширяетесь. Представьте, как ваша жизнь раскрывается, открывая новые возможности, а не давление. Представьте, как надежда становится нормой. Представьте, как мир становится привычным. Представьте, как изобилие становится естественным. Это не мечта. Это не фантазия. Это не разыгравшееся воображение. Это ваша новая реальность, обретающая форму, кристаллизующаяся в духе, прежде чем проявиться в физическом мире. Вы не визуализируете будущее, которое может наступить, вы становитесь свидетелем будущего,
которые уже на подходе. Вы не убегаете от реальности, вы подстраиваетесь под судьбу. Вы не притворяетесь, вы готовитесь. Потому что подготовка – это врата к проявлению. Когда ваше сердце принимает образ изобилия, ваша жизнь становится готовой к его принятию. Когда ваш разум принимает истину благословения, ваши действия меняются в его сторону. Когда ваш дух соглашается с заветом, Вселенная перестраивается, чтобы совершить чудо. Почувствуйте перемену. Почувствуйте, как ваш дух резонирует с этими образами. Вы чувствуете это, потому что он уже связан с тем, что грядет. Прорыв, которого вы ждали, недалекая мечта. Это живое обещание. Он движется к вам с божественным ускорением. Но вы должны принять в нем участие. Вы должны увидеть его, почувствовать его, вдохнуть его, ожидать его. Ваша внутренняя подготовка определяет скорость вашего внешнего проявления. Позвольте мне спросить вас сейчас, опираясь на авторитет вечной истины, чего вы могли бы достичь, если бы перестали верить, что недостаток – это ваша сущность? Какую жизнь вы могли бы построить, если бы больше не испытывали молчаливого страха финансового краха? Какие мечты вы могли бы воскресить, если бы доверились, что я, Бог, уже снабдил вас всем необходимым? Задумайтесь над этим как следует. Пусть эти вопросы проникнут в ваше сердце. Годами ваша судьба была скована верой в то, что вы должны бороться за выживание. Но я говорю вам сейчас, вы не были созданы для выживания. Вы были созданы для владычества, для созидания, для влияния, для богатства, для изобилия. Вы были созданы, чтобы ходить в благословение, а не в рабстве. А теперь сделай еще один вдох. Вдохни уверенность в преображении. Выдохни каждый голос поражения, который когда-либо звучал в твоей жизни. Вдохни обещание, что твой урожай священен и неудержим. Выдохни сомнение, которое говорило, что ты никогда не поднимешься. Вдохни божественную истину о том, что твое наследие уже раскрывается. Выдохни страх, который пытался удержать тебя на месте. Вы несли на себе бремя наследственных стереотипов. Нехватку, передаваемую из поколения в поколение через истории, привычки, страхи и травмы. Но сегодня вы разрываете этот цикл. Сегодня вы вступаете в новую родословную, новую духовную ДНК, новую идентичность, основанную на изобилии. Ваша жизнь становится поворотным моментом. Ваше преображение становится свидетельством. Ваш урожай становится доказательством. Представьте, что вы просыпаетесь завтра и чувствуете покой, еще не открыв глаза. Представьте, что вы знаете, что благодать не просто приходит, а увеличивается. Представьте, что каждый ваш шаг направляем, защищен и благословлен. Представьте, что все, что когда-то вызывало у вас страх, теперь становится символом вашей победы. Представьте, как старая версия вас растворяется, освобождая место для изобильной версии, которая ждала своего часа. И услышьте меня ясно, изобилие – это не просто деньги. Это полнота жизни. Это мир. Это ясность. Это уверенность. Это возможности. Это цель. Это любовь. Это стабильность. Это исцеление. Богатство – это не просто деньги. Богатство – это возможности. Богатство – это мудрость. Богатство – это соответствие судьбе. И вы вступаете в божественное богатство во всех его проявлениях. Почувствуйте, как ваш дух поднимается. Почувствуйте, как ваше сердце расширяется. Почувствуйте, как трансформация закрепляется внутри вас. Вы больше не готовитесь к изобилию, а оно готовится к вам.
Дверь открывается. Ключ в вашей руке. Завет вступил в силу. Чудо свершается. И ваша жизнь вот-вот перейдет в невиданное ранее измерение. Это не мечта. Это не мечта. Это ваша новая реальность обретает форму. Урожай уже собран. Благословение готово. Изобилие растет. И вы, избранные, священные, божественные, наконец-то готовы принять его. Двери, которые когда-то были закрыты перед вашим лицом, двери, которые казались наглухо запертыми, сколько бы вы ни стучали, теперь открываются с божественной легкостью. То, что сопротивлялось вам раньше, теперь будет приветствовать вас. То, что игнорировало вас раньше, теперь признает вашу ценность. Люди, которые не замечали вашего сердца, ваших усилий, вашего потенциала, теперь увидят ваш свет во всей его яркости. Возможности, за которыми вам когда-то приходилось гнаться, начнут двигаться к вам. Вы станете свидетелями неожиданных благословений, приходящих оттуда, где вы представить себе не могли. Неожиданный чек, повышение по работе, новая бизнес-идея, которая расцветет без усилий, таинственным образом погашенный долг, связь, которая ведет к изобилию, превосходящему ваши ожидания. Пути благословения безграничны, когда речь идет о небесах. Сейчас важно, чтобы вы оставались открытыми, восприимчивыми и настроенными на богатство и чудо, которые совпадают с вашей судьбой. Это время восстановления. Все, что пожрало саранча, все, что жизнь отняла у вас, все, что отнял страх, все, чего стоили ошибки, все, что украли потери, все будет восстановлено. Не фрагментарно, не по частям, а умноженно. Ваши годы борьбы искупаются. Слезы, которые вы проливали в тайне, становятся семенами преображения. Времена, когда вы шли в одиночестве, становятся свидетельствами божественного сопровождения. Вас ждет благосклонность, и это расположение не случайно. Вы избраны не потому, что были совершенны, не потому, что все делали правильно, не потому, что шли без страха, а потому, что сохранили веру. Вы держались, когда отпускать было легче. Вы шептали надежду, когда отчаяние кричало громче. Вы продолжали верить в невидимое, когда все видимое противоречило обещанию. И за эту настойчивость, за эту священную стойкость, за эту непоколебимую веру вы сейчас вознаграждены. Ваше свидетельство пишется прямо сейчас. Возможно, вы пока не ощущаете его полноты, но оно раскрывается за завесой. Вскоре вы оглянетесь на эту главу своей жизни и скажете: «Я помню, как мне было тяжело». Вы вспомните ночи, когда ваше сердце было тяжело, дни, когда ваш дух был изнурен, моменты, когда вы сомневались в своей ценности. И тогда вы произнесете слова, которыми отмечен каждый поворотный момент в истории чуда. Но затем наступил мой прорыв. Ваша история станет источником вдохновения для других. Люди увидят ваше преображение и признают силу веры, реальность чуда, истину божественного времени. Вы станете живым доказательством того, что благословения реальны, что небеса слышат, что молитвы возносятся и получают ответ, что изобилие следует за верой. Итак, идите с высоко поднятой головой. Не высокомерно, но с тихой уверенностью человека, знающего, что Бог заключил с ним завет изобилия. Говорите о себе слова изобилия и благословения. Подкрепляйте истину о том, что вы вступаете в божественное наследие. Действуйте так, как будто ваш прорыв уже здесь, потому что в духовной сфере он уже здесь. Ваша задача сейчас – привести свою энергию, свои мысли и убеждения в соответствие с происходящей трансформацией. Не возвращайтесь к старым шаблонам. Не говорите на языке недостатка. Не позволяйте страху отвоевать территорию, которую только что завоевала вера.
Когда приходит негативная мысль о деньгах, когда разум пытается напомнить вам о прошлых неудачах или нехватке денег, немедленно замените ее благодарностью. Благодарность – это ключ. Благодарность открывает двери. Благодарность меняет атмосферу вокруг вас. Поблагодарите Вселенную заранее за ваше богатство. Поблагодарите небеса за прорыв, который уже происходит. Поблагодарите меня за благословения, которые уже на пути к вам. Благодарность – это то, как вы поливаете семена изобилия. Благодарность – это то, как вы сигнализируете о готовности к сбору урожая. Благодарность – это то, как вы защищаете свое сердце от скатывания в тревогу. Это ваш сезон. Поймите это глубоко. Это ваше время. Финансовая засуха, которая истощала ваши силы и испытывала вашу душу, закончилась. Вы вступаете в дождь изобилия, постоянный, непрерывный, преобразующий. Приготовьтесь окунуться в благословение, жить в благодати, испытать божественный сдвиг, который изменит ритм вашей жизни. Примите эту новую главу с открытым сердцем и благодарным духом. Вселенная не против вас, она замышляет ваше благословение. Каждый элемент творения движется в соответствии с вашим предназначением. Завершая это послание, знайте, я прошел с вами через каждое слово. Я говорил с самыми сокровенными уголками вашего сердца. Я напомнил вам о том, кто вы есть и кем вы становитесь. Спасибо, что слушаете. Спасибо, что вы открыты. Спасибо, что выбираете веру, даже когда это трудно. Спасибо, что дочитали до конца, потому что, придя сюда, вы были готовы услышать то, чего жаждала ваша душа. Теперь я прошу вас сделать последний шаг, который укрепит ваши намерения и пошлет четкий сигнал Вселенной о том, что вы полностью принимаете это благословение. Оставьте ниже комментарий своими словами, что-то, что отметит этот момент. Вы можете написать «Я готов к своему изобилию» или «Мой прорыв уже здесь» или любое другое утверждение, которое резонирует с истиной, которую вы теперь знаете. Ваш комментарий станет печатью, духовным откликом, подтверждением того, что вы вступаете в новую идентичность. И если это послание нашло отклик в вашем сердце, если вы почувствовали присутствие благословения, богатства, чуда, веры и божественного преображения, то подумайте о том, чтобы подписаться на этот канал и стать частью сообщества, которое вместе проходит этот путь. Присоединяйтесь к этому пространству, где каждое послание формирует вашу судьбу, питает ваше сердце и укрепляет ваш дух. Подписываясь, вы выбираете оставаться на связи со словами, которые возвышают вас, поддерживают вас и напоминают вам о завете, который вы несете. Вы любимы. Вы достойны. Вы избраны. И вы вступаете в период, когда изобилие не только встретит вас, но и перельется из вашей жизни в жизни других. Это ваше новое начало. Это ваша божественная глава. И в этот момент все меняется. Твоего чуда не произойдет. Ваше чудо.